Инициатор этой презентации – общество Шахрияр, азербайджанское общество Шахрияр. Поэтому присутствует председатель этого общества. Это поэтическое общество, уже давно созданное в России. Дело в том, что когда я писал этот роман, а я начал писать его в конце 70-х годов, вот какое-то было у меня чувство, что об этой фигуре надо написать, потому что придет время, когда эту фигуру будут склонять как в плюсовом, так и в минусовом смыслах. И это время пришло. Парадоксальное явление. С одной стороны, это величайший деятель культуры. Можно сказать даже, что родоначальник азербайджанского реалистического народного языка, потому что пьесы его написаны на народном азербайджанском языке. С другой стороны, философ. В-третьих, человек, который многие годы работал в канцелярии наместника Кавказа, дослужился до чина полковника и ратовал за союз с Россией, понимая, что благо Азербайджана в союзе с Россией, а не с Ираном. И его эти, так сказать, его пророчество, оно и сегодня действует. Мы сегодня видим, как благодаря этому потом через какие-то, так сказать, через революции, через февраль, через октябрь, через 91 год Азербайджан обрел независимость. Азербайджан стал одним из около 300 государств. В мире 6 тысяч этносов. И есть этносы даже многочисленнее, чем азербайджанцы, но Азербайджан имеет государство. Это благодаря тому, что когда-то Азербайджан был включен в сферу Российской империи. Тут есть плюсы, тут есть много положительного, много отрицательного, мы все понимаем. Но вот Ахундов это понимал. Сегодня к Ахундову очень много... То есть эта фигура в советские годы выдавалась как прогрессивная, как положительная во всем фигура, а я его нарисовал как трагическую фигуру, потому что в его жизни и деятельности были моменты, связанные со временем его проживания. То есть это трагическая фигура. Он иногда делал не то, что хотел, или то, что делал, было не в пользу Азербайджана. Ну вот у него, например, это тоже, он был атеист. Причем в XIX веке атеист. Я тоже считал себя долгие годы атеистом. Я даже потрясался его атеизму, потому что у него... Вот Салман Рушди, которого преследовали, мальчишка по сравнению с Ахундовым. Просто шалости, потому что он не спровергал, но он не спровергал не религии, он не спровергал, как я сегодня понимаю, интерпретации религии, потому что между интерпретациями религии и собственной религией огромная разница. Многие беды ислама проистекают из-за ложной интерпретации Корана. Коран – величайшая книга, но его, если ложно интерпретировать, получается совсем другая книга. Но дело в том, что он не выступал против ислама, тем более, что это тот же самый случай, как в советские годы, когда высказывание героя приписывали автору. У него два героя, Кемал-уд-Давле и Джалал-уд-Давле, их переписка, он писал, что я стал обладателем этой переписки. В этом письме Кемал-уд-Давле камня на камне не оставляет на исламе, а Джалал-уд-Давле, наоборот, защищает ислам. То есть такая полемическая, такая переписка. Конечно, он придумал это, никаких Кемал-уд-Давле и Джалал-уд-Давле не было. Но сегодня, если читаешь письма Кемал-уд-Давле, он описывает такие ужасы в Иране современном, которые сегодня существуют. То есть
Но он придумал такое. Мы почему-то считали, что Ахундов придерживается взглядов Кемалу-Давле. На самом деле Джамалу-Давле тоже, так сказать, умные вещи говорит там, он не глупости говорит. То есть он, вот, так сказать, за и против ислама, за и против. Поэтому в советские годы подчеркивали, что он против ислама, а сегодня мы страдаем из-за этого, его представляют как врагом ислама. На самом деле это был атеист, причем под влиянием французских утопистов, так сказать, вот этих энциклопедистов, все, так сказать, действует и так далее. И еще его за что ругают? Его ругают за то, что он предлагал реформу алфавита, реформу арабского алфавита. Но он тоже тут немножко примитивно его судит. Ну, у нас же сейчас делят, как и в советские годы, все делили черно-белое. Сегодня тоже делят на черно-белое, то есть на еще худших формах, чем в советские годы. Прекрасный российский поэт, лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак однажды сказал: «Талант – единственная новость, которая всегда нова, и всегда талант – это праздник». Сегодня мы с вами присутствуем на празднике талантливого мастера азербайджанской литературы Гусейнова Чингиза Гасановича, которого на прошлой неделе мы все с удовольствием поздравляли с днем рождения. Центральное место в писательской, научно-исследовательской и журналистской деятельности академика Чингиза Гусейнова всегда занимали и продолжают занимать вопросы, которые волнуют людей, находящихся в постоянном поиске правды. Он щедро делится своими оригинальными идеями с читателями, приглашая их к совместному решению сложных проблем бытия. Его книги привлекают не только своей глубиной и правдивостью, но и прекрасной литературной формой, что сокращает путь писателя к сердцам читателей. Великолепен язык его произведений. В этом легко убедиться, читая газету «Азербайджанский конгресс», на страницах которой регулярно публикуются статьи, критические заметки, эссе, принадлежащие его перу. Один из крупнейших писателей нашего народа, Чингиз Гусейнов, начинал свою судьбу с поэзии. Многих тогда поражала какая-то удивительная по глубине, несообразующаяся с ранним возрастом автора, народная мудрость. Постижение современной жизни начинались в нем с верности дедовским традициям и любви к отчему дому, где он впервые почувствовал красоту родной земли и красоту простого человека. Высокая моральная ответственность перед людьми и перед будущим останутся в нем навсегда. Все его творчество подтверждает истину о том, что большой талант, как только у него окрепнут крылья, неизбежно покидает национальные границы и вылетает на простор общечеловеческой культуры. Уже самые первые произведения Чингиза Гасановича привлекали внимание читателей глубоким психологизмом и лиризмом не только в родном Азербайджане, но и на просторах всего Союза. Затем от повести к следующей, от книги к книге, на глазах почитателей рос красивый его талант, доходя до сердец и умов ценителей настоящей литературы. Его искрящийся талант и большой жизненный опыт дали нам прекрасного писателя, который в трудный, переломный момент истории нашего народа укрепил нас путем честного служения родной земле и преданности Азербайджану и России. Удивительно интеллигентный человек, он для нас является своеобразным символом величия и таланта азербайджанского народа, его духовности и культуры. При всей своей занятости он, член Центрального совета Всероссийского азербайджанского конгресса, активно участвует в общественной жизни и достойно пропагандирует литературу своего народа в России и мире, способствует единению наших соотечественников, укреплению дружбы и культурного сотрудничества между народами Азербайджана и России. Есть фигуры в мировой литературе, культуре, у нас на Кавказе. Вот какие бы цифры ни называли, 200-летие или 500-летие, как
не в этом зале произносить имена Навои, Физули, они всегда действующие, они всегда актуальны, они с нами, и они, более того, впереди нас. Вот Ахундов вот из этого ряда мощных фигур, и, конечно, очень важное для азербайджанцев имя, но фигура, безусловно, общекавказского масштаба. Я, когда рылся по каким-то работам в архиве, вот, допустим, в Дагестане на кумыкском языке очень много откликов. Ахундова драматурга, Ахундов общественный деятель. Я уже не говорю о его службе в наместничестве. Но все-таки, если вернуться к книге об Ахундове, это значит вернуться к его автору. Я просто не могу пройти мимо этого. Если выделить самую сущность многолетнего чтения, прочтения и переосмысления текстов Чингиза Гасановича. Понимаете, есть писатели однажды найденной интонации. Вот что-то удачное, открытое, делающее его имя заметным, но потом, как бы ни менялся жанр, темы, названия, герои, остается узнаваемость. Он как бы остановился в своем, знаете, как остывшая лава. Сначала она идет, потом она остывает, хотя книги продолжают выходить. А есть писатели, постоянно расширяющийся горизонт. Вот я могу вам очень ответственно сказать, даже не говоря о национальной привязке его творчества. Конечно, это азербайджанский писатель, но Чингиз Гасанович, на мой взгляд, сегодня самый динамичный писатель в творческом плане. Каждый новый текст, каждый новый роман – это ключ, который ты должен найти. Он настолько непредсказуем, настолько неожиданен, начиная вот с Магомеда Мамед Мамиша, что каждый раз ты как будто с нуля начинаешь. Стилевые инновации. Ни один писатель в современной литературе вот так вот не был щедр в инновациях, в композиции, в структуре произведений, в семантических каких-то находах. Сложнейшие композиционные решения романов. Вот есть роман «Семейные тайны», он такой очень социально-философский роман, связанный с больными проблемами общественной жизни, выдержанный в такой добротной реалистической манере. Но возьмите Мамед Мамиш или последующие романы «Доктор Н» о Нариманове и даже «Фатальный фаталист», совсем другой мир перед вами предстает. Вот, казалось бы, последний роман о пророке Мухаммеде, сложнейшая тема, неожиданная для всех его читателей. Но эта тема, вообще эта сфера, она требует какого-то затворничества даже на долгие годы. Вы знаете, что сфера жизни пророка, там нет мелочей. Каждая тонкость, каждая деталь, не дай Бог ошибиться, быть неточным, и это вызовет, понятно, какой редактор. Так вот, он безупречно решил эту задачу. Это писатель действительно никогда не останавливается. Я считаю, в литературе, во-первых, это редкий случай. Он не эксплуатирует свои предыдущие находки. Дорогой Чингис Александрович, вот это пребывание в творчестве, вот ваша верность себе, это даже более надежная штука, чем кавказское долголетие. Поэтому я вам желаю от всей души быть в этом движении, в творчестве, и просто уже жду вашего нового романа.